Первый день класса в Италии мы работали в роскошном дворике в Сан-Феличе-дель-Бенако. Это озеро Гарда. Я хочу вам показать нон-стоп демо, которое я сделал в первый день. И в следующих видео я буду информировать вас о том, как проходил класс. Друзья, я еще проведу класс на Сицилии с 18 по 23 октября я буду там. Вы можете взять любое количество дней, пишите мне на WhatsApp, оставляйте заявки и приезжайте. Композиционно. Теневая часть. Теневая. Что еще примерно того тона? Ну, где-то там вот эта вот дырка, арка. Но она поменьше будет. Так. Это тоже холст? Да, все, везде холст. Потом то, что под крышей там находится что-то теплое. Теплое, значит, это у нас сюда. Рисунок делаем, да? Потом под крышей сюда. Труба. Значит, окна. Здесь везде теплота, тепло. Холодно, только небо. Тень на земле и на здании играет роль. Это композиционная наша составляющая. И красота этой тени играет большую роль. Свет, тень на той половине здания, да? Сравните ее с небом. Ну, есть немножко холод, но все равно это камень. А сюда больше холода. Почему? Вопрос, кто ответит? Рефлекс от неба. От неба. О, 5. Вот, смотрите, оно тепло тоже, но с розовинкой какой-то. Добавляю красной краски, чуть-чуть. Плюс холодный. И получается такой холодно-красноватый цвет. А сюда не попадает же небо, поэтому больше тепла. Все вообще логично всегда. Ищите эту логику. Вот даже чуть тепла больше, оно только... Но там есть, конечно, холодные места в камне. Под крышей. Смотрите, что происходит под крышей. Под самой крышей, рефлекс тает, а на стыке он, теплый, да, такой? А куда тает? Под крышу, под саму. Почему? Потому что там, вот здесь, вот смотри. То есть собственная тень? Нет, падающая от козырька. Падающая от козырька. Да, вот примерно так. Там какие-то кусочки есть прям совсем красноватые, но не важно. Так. Можем сразу здесь сделать ставни. Они в зеленые куда-то уходят. Значит,
Да, тут маленькое окно. Сейчас я размахался. Так, чего тут? Такое. И такое какое-то, да? Да, а это самое. А внутри отражается небо. Неба у меня еще нет, поэтому сложно тут взять. Но пока я просто условно возьму, потом подправим, если что. Ну, светлее можно, конечно. Так. Так, все не одинаково мы решаем, это мы знаем. Ну, естественно, параллельно тут как-то примерно. Очень сложно себя возвращать от буквального видения в сторону как бы ощущений, да, мы же пишем ощущения. И как это все вроде бы не срисовывая, и срисовывать, и сочинить на этой основе. Да, это сложно. Ну, вот тот метод, которым мы работаем, просто себя возвращайте все время. Так, зелень тут, да, вот это всякая зелень. Но тут у нас куст торчит какой-то, тут уже другая. Так. Вот эта зелень легче, чем вот этот козырек. Я взял, может быть, слишком легко, но сейчас посмотрим, как из этого, как это вырулить, чтобы все было логично. Ну вот как-то вот так. Ну, козырек можно, конечно, утемнить. Так, тут тоже у нас какая-то там дверь. Кстати, темная. Темнее, чем куст. Так. Небо довольно-таки такое спокойное. Бывает прям синее небо наверняка, да? Сейчас оно спокойное, ну и делаем спокойно. Смотрим, всегда хочется синее небо. Оно не синее, да, оно с какой-то примесью. Всегда смотрите на примесь, откуда она берется. Засветилось, уже засветилось. Уже, да? Здание, да. Все можно оставлять, да? Ну, оставим, хорошо. Раз вам нравится, оставим. Так, и теперь, значит, свет здесь и свет на асфальте. В принципе, да? А потом будем уточнять. Вот эти такие базовые вещи, когда вы закладываете, это закладывание отношений. Так, закладывание. Ну еще у нас тут самая красота, собственно, ради чего мы все это писать-то. Да, и у этой красоты есть, что у нее есть? Зелень есть. Всегда подготавливайте, для того, чтобы красоту написать, нужно ее подготовить. Ну, как бы вот, что там, довольно-таки плотнее, чем ставни в тенях. Смотрите внимательно. Ну вот мы готовим. Она такая же, как ставня у меня. Значит, надо еще Ставьте там вообще все. полегче, можно. Да. Вот да, сейчас солнце вышло, поэтому ставня у нас. Вот часть ставим на солнце, а часть нет. Вот куда-то сюда. Вот тут часть на солнце, часть нет. А это в тени. Да, еще там внутри. В этой самой. Вот тут. Что там, да.
Смотрим. Там у нас Анна была, но ушла. Так, у нас так где-то. Смотрите, холод вот этот там сильнее, чем вот этот. И я вижу какой-то самый плотный кусок вот где-то тут. Так, по рисунку надо сначала не улететь куда-то сюда, вот так, что ли. Самый плотный вот там. Потом там зелень торчит. Сейчас. Зелень и часть стены. Часть стены, которая темнее между этим и этим. Вам это видно? Вот смотри, между этим и этим. И теплота. Так, и свет. Свет. Пока предварительно можем свет здесь сделать. Чем солнце будет больше садиться, тем он будет, естественно, больше оранжевый. Да, Луиза? Освобождаю место для рабочего места. Так, и можем подготовиться. Вот здесь прям теплота. Вот эта теплота с холодом. Видите, как она работает? Прям сильная разница на ней. Все строится. Нужна чистая кисточка для этого. И не обязательно, если вы зачерпываете много краски, то это компенсируется. Вот теплота. Желтый или оранжевый? Ну вот тут разные. Я беру тут все тут беру и все вообще на свете. Просто смотрю, как бы какие тут могут быть составляющие. Там есть вон и зеленая травка, и холод неба, и красная, и оранжевая. И вот этот прием позволяет как бы все замесить в один замес. Если вы видите составляющие вот этого цвета. Даже если белый холст, но взяты вот эти отношения точные, они работают. И белый холст даже не мешает, заметьте. За счет контраста, даже близкие, если они по тону. И белый холст даже можно оставить как элемент композиции. Так, а сюда немного больше, вот если сравнить с этим, чуть больше зеленого. Он желтый, но просто другая, вот просто другая желтая краска. Смотрите. Мне представляется... еще надо красные цветы. Вот на чуть-чуть. Это просто выпендрёж, как бы оставлен белый холст. И мне хочется его оставить как элемент композиции. Почему нет? Так, и сейчас еще мы перейдем к этим самым. Ну, тут у меня по рисунку немножко неправильно. Маленечко. Так. Ну, это мои какие-то такие находки, когда меняется направление штриха, этого самого, как он называется, brush stroke. Да, мазка. Прям итальянский флаг получается, да? Тихонько, тихонько. Раньше иногда берут оранжевый такой, не красный совсем, да? Оранжевый.
Так, тут словно в край картины всегда меньше информации. Не надо там ничего выписывать. Кусты всякие делать, какие-то важные вещи. Все здесь сосредоточено. Так, попробуем цвета, значит, так, крыша, зелень, да, зелень у нас, смотрите, часть на солнце, часть нет. Тут еще плотнее можно брать спокойно, но теплый цвет. Так, тут тоже куда-то там все ушло. Все касания, например, темных, вообще любых, но вот в данном случае темных, смотрите, это тоже часть композиции. Смотрите, масса одна, масса другая, третья, четвертая, они все разные, пусть все это играет. Как только будет пересчет, да, вот как вот штакетина, как вы будете решать этот забор? Ну да, два направления. Да, ищите, чтобы все это была такая вот композиционная игра. Она везде. Так. Так, и так, и значит цвет, вот зелень, например, так, если мы оставляем, цветы пошли, да? Цветы в тени. Как решать цветы в тени? С чем сравнивать? Со стеной и зеленью. Со стеной. Они темнее, чем стена. Все очень просто. То есть темнее, смотрите, темнее, чем стена. Эти сравнения очень важны. Если вы их не будете делать, будет просто дилетантщина. Обязательно все сравнивайте. Ищите количество их, вот этих, все понатыкать их вот с точки зрения неодинаковых тычков вот этих. И ударить по свету. Ударяем по свету. Не бойтесь делать это поосознанно, но важен мазок. Он один уже работает. Не надо много. Non serve troppo, ma l'ombra va bene poco, dove mette la luce sempre lo stesso. Так, зелень. Зелень темнее, чем это самое. Ну, чем стена, да. А стены еще нет. Она вот в тени. Куда-то тут она проскочила, эта стена. Сейчас еще мы все еще раз сравниваем. Тут есть часть стены, которая светлее. Так, и зелень. Темнее, чем стена. Вот, например, светлый кусок. Сейчас будете писать, это самые важные вещи. Почему я к вам подхожу и начинаю возмущаться, чтобы вы добивались точности передач. То есть она темнее, чем стена, зелень, но светлее там, чем вот этот кусок, да, ну, понятно.
Перспектива, все, да. Линия горизонта на уровне вот этой половинки у меня. Там, где Анна стоит. Поэтому все вот веером туда. Там, Бум-бум-бум. Там, где ты стоишь. Линия горизонта. А будет там ты. В арке стоит. Она там за аркой. А, да. Сейчас еще не нарисовали. Скамеечку. Я ее передвинул, потому что здесь слишком много информации. Очень старинная эта скамеечка, кстати. Ну, там от нее не осталось много. Очень красивая. Она очень красивая. Она очень изящная. Так, сейчас посмотрим с пристрастием, что тут происходит. Нету Анны и апельсина, А! валяющегося под апельсином. Точно. Апельсин и Анна. И человек здесь сидит. Ну вот можем Анну посадить. Аня? Ай, садись. С чашечкой кофе. Ну ты пока иди, чашечку кофе допей. Мы тебе потом- Тенюшечка. А, там еще просвет, вот этот очень момент такой приятный. Легкий просвет, слегка холодный. Да, во дворике. Угу. Так, ну и что? Так, вот тут, да? Чего? Карниз плотный? Да. Ну, вот так можно. Это ж все равно. Так, даже Условность, да. ну, вот лучше. Да. Появилась текстура такая. Ну, в любом случае можно и оставлять. Сразу вышла стена вот эта вот. Ага. Он такой прелесть получился. Ну все, давайте так оставим. Я сейчас еще подумаю. А вы апельсинчик? Вы давайте делайте апельсинчики сейчас. А я подумаю. Пока. Нужно делать маленький. Некий такой условный. Белый хвост пусть остается и здесь везде. Так, человек надо посадить. Анна. Нет. Даша, неси. Даша, надо цветная одежда. А, ну нет, это не я. Мадам, посидите вы. Я? Да. С удовольствием. Будьте любезны. Я с удовольствием. Нас жалко, если бы не сковородка. Мадам зовут. Алина. И ты думаешь, так сковородку? Конечно. Тебя следующий раз. Да, да, мадам. Ой, как прямо идеально. Да. А руку туда вот так. Ага. О, шикарно. Значит, когда человек появляется в пейзаже, попробуйте решать это
как часть пейзажа, максимально условно. То есть как бы смотрим не в фокусе, не особенно в фокусе. Что мы видим? Мы видим Пятно синее. перебор. Чуть полегче. Да, и как часть пейзажа. У нас Ляля голодная проснулась. То есть рука, Головы нет. это не попал куда-то, тут получилось не туда. Не надо ничего особенно вырисовывать. Это самая сложная вообще вещь. Человечки. Ну да, Не увлечься ручками, ножками, Да. глазками, губками. абсолютно. Ну вот, будем это проходить. Сегодня проходим это. Завтра тоже. Будет появиться. Так, голова. Да, сейчас бы. Сейчас работаем над головой. Ну, собственно, вот если вы в расфокусе смотрите, то эта голова, ну, там светлее, чем стена, да? Можно пальчик вот так поставить, вот мизинчик. Легкий наклон. Так, пока не получилось. Вот. Так, ножки. Помните об условности. Ну, вот эта рука некрасивая. А можно сменить руку наоборот? Эту туда, вот так, а эту туда. Вот так. Во. Потому что... Почему так я попросил? Декомпозиция. Потому что там Направление. Направление. Конечно. Это плечо выше, и поэтому логично. Вот это плечо выше у меня. Да. А я думала к цветам, да. Да господи, цветам. Тут форма, мы же форму пишем с вами. Но вот тут эти касания, они могут... Это очень сложно. Сейчас задача, конечно, в этом нет. О, Но бывает 100 раз вот так вот делаешь, и не получается. Ну, вот условность какая-то такая, да. Нужно найти ее сейчас. Прекрасно. Сейчас. Подожди. Такие ноги оковалки все равно. Сейчас надо по стороне. Сверху свет. Может быть. Но пока не получается тыкнуть. Вот капельку. Слава, она сидит в воздухе, нет? Может быть, эту. А, вот эту, да, точно. А Да, потому, да. наверное, оно как бы сбивает чуть-чуть. Правильно, да. Кажется, что она стоит. Все правильно, да. Сейчас мы чуть добавим. Вот здесь вот. Я извиняюсь, конечно. Все правильно, да. Вот так. Так. Да, я сам не заметил ничего. Вот посадили. Ну, так, допустим. Ну, примерно. Может быть так. На небо как бы придерживает. Тоже Так.
Марина, спасибо. Красиво тебя играть. Спасибо. Ну, смотрите. Остались на память. Можно сочетать вот такой мазок и где-то попробовать, да, что из этого выйдет. Может и не выйдет ничего. Сочетать гладкость мазка и его фактуру. Где-то он выходит. Так, и что? Что я вижу? Что я вижу? Так. Сравнение с небом, вот это повторяет небо. Поэтому небо жалко, да? Да, ну самое красивое. Согласен. Ну, в принципе, в цвете они разные, поэтому... Ладно, давайте вы начинайте работать.